Привет, друзья! Привет! Мы сейчас находимся в Москве в жилом комплексе Westgarden, в квартире с нашим дизайном. И самое интересное, о чем я хочу рассказать, это даже не о дизайне, а о функциональной продуманности этой квартиры, о ее планировке. Я бы назвал эту квартиру смарт-квартирой. В этой квартире площадью всего 100 квадратных метров нам удалось разместить очень большое количество функциональных зон. Здесь 4 жилых комнаты, при этом большая кухня-гостиная и очень большое количество вспомогательных помещений. Прачечная с сушильным шкафом, гардеробные комнаты и так далее. Плюс еще 2 санузла, кстати. Еще раз повторюсь, это все на площади 100 квадратных метров. Заказчики айтишники и очень любят всякие интересные современные решения. И сегодня мы подробно о них, о всех расскажем. Да, здесь все не просто так, здесь продуман каждый квадратный сантиметр. В кухне-гостиной и прихожей у нас единый потолок безо всякого зонирования, но зонирование происходит за счет разных материалов пола в гостиной и прихожей. В гостиной у нас на полу лежит инженерная доска, укладкой французская елка, очень красивая. Знаете, кстати, чем отличается французская елка от венгерской и австрийской и прочих названий? Многие заказчики боятся укладывать инженерную доску на кухне. Говорят, что это непрактично, это сотрется, намокнет, отвалится и что-то там должно произойти с ней. Так вот, посмотрите, ничего с ней не происходит. Она здесь лежит в самой такой сложной укладке французская елка и, в общем-то, лежит она идеально. Никаких следов на ней, никаких пятен не происходит. Очень быстро и коротко по функционалу кухни. Мы всегда всем заказчикам рекомендуем холодильник располагать как можно ближе к входу в квартиру. Потому что вы заходите с мешками, с продуктами, вы их кладете, например, на стол или на стул и быстренько заполняете ваш холодильник. Рядом с холодильником обязательно должна быть мойка, чтобы помыть продукты, выложить их и дальше уже начать готовить. То есть здесь у нас мойка, очень удобная, огромная. Заказчики, кстати, очень хвалили, говорят, что им очень нравится функционал. Она большая, на 2 чаши, здесь все помещается, это франки. Сверху у нас смеситель от Амайкири, и здесь, конечно, удобная фишка, это вот это, то, что у нас под грузом вот так назад вытягивается кран, и можно замывать разные углы мойки. Есть, конечно же, мой любимый измельчитель. У всех очень разные мнения о нем, но это, конечно, поинт для отдельного видео. И дальше идет у нас посудомойка. Очень часто тоже возникает вопрос, как далеко ее нужно располагать от мойки. Вот я считаю, что это правильное расположение. То есть здесь мы замываем и аккуратненько опускаем посуду. Все, дальше мы убираем ее в сушку. И дальше идет у нас хранение для кастрюль и хранение для приборов. То есть все очень функционально, очень крутая большая варочная поверхность. И дальше у нас идет пенал. На пенале у нас духовой шкаф и огромная, на самом деле, микроволновка. Мы когда увидели, она прям крутая, туда влезет все что угодно. Все очень просто, но кухня, я считаю, для готовки просто идеальная. То есть в эти квадратные метры мы получаем прямо вот такую машину для приготовления продуктов. Вот недавно мы были на обучении по бытовой технике, по кухонной. И нам сказали, что если у вас будет посудомойка, которая после мытья посуды будет сама открываться, вот таким вот образом, а такие модели бывают, то оттуда будет выходить пар, и постепенно фасады, какие бы они ни были, кухонные, они испортятся. Поэтому лучше забыть про эту функцию. Часто, когда мы рисуем 3D-визуализацию кухни, нас заказчики спрашивают, а что вы нам такое в углу нарисовали? Этим же невозможно пользоваться, это какие-то узкие дверцы, и давайте что-то переделывать. Но на самом деле я сейчас покажу, что это за узкие дверцы. Вот, это так открывается. Здесь очень много места, и это супер полезное место для хранения с большими глубокими полками в итоге. Обратите внимание, у этой кухни достаточно низкий цоколь. Это часто бывает у европейских производителей, особенно у немецких кухонь, цоколь в основном низкий. Но если вы решите сделать себе такой вот модный низкий цоколь, не забудьте о том, что куда-то нужно будет разместить розетки. Потому что с высоким цоколем все понятно. Розетки размещаются между полом и нижней частью шкафов. Они туда влезают, все нормально, техника подключается. А в данном случае каждую розетку нужно продумать по местонахождению, потому что в цоколь вы их уже просто не сможете поместить, они туда не влезут.
Стилистика этой квартиры — это скандинавский стиль, и в нем преобладает природная цветовая гамма. Вот обратите внимание, вот этот серый антрацит, он такой не яркий, он скорее пыльный. То есть в природе все цвета, они очень спокойные, такие припыленные и не кричащие, по крайней мере в северной скандинавской природе. Фартук из керамогранита, имитирующего мрамор статуарию, он продолжает мрамор прихожей, как бы объединяя эти два помещения в одно. Столешница из кварцевого агломерата, тоже под камень. Белый, конечно, самый практичный цвет, вот всем рекомендую. Никогда не используйте на кухнях черный цвет, черный кварцевый агломерат, с ним всегда очень большие проблемы. Это именно выведено там свойствами самого материала, и наши каменщики отговаривают всех от черных агломератов. Говорят, никогда не связывайтесь, потом у вас будут реальные проблемы. Потом будем приезжать, переделывать, там, выводить эти пятна, которые сами появляются. Уже много раз на это натыкались. И, конечно же, светлый кварцевый агломерат — это просто вот идеальный подарок для вашей хозяйки, для вашей кухни. По поводу розеток. Здесь максимальное количество розеток. 2 справа от плиты, 4 по центру, 3 в углу. И здесь нет ни одного выключателя для подсветки кухни. Она включается с датчика движения. И цветовая композиция кухни собирается в единое целое за счет верхних навесных шкафчиков. Обратите внимание, что они больше глубины, они той же глубины, что и нижние шкафы. Но, конечно, высота здесь гигантская, и лазить туда каждый день не получится. То есть там лежат вещи, которые у нас закинуты в долгий ящик, но за счет этого цвета, который перетекает вверх, у нас получается замкнутый такой квадрат, в котором уже наполнение из шпона дерева и мрамора. В кухне стоит большой обеденный стол на всю семью, а за ним начинается ТВ-зона, в которой большой удобный диван, чтобы все могли комфортно расположиться, смотреть кино вечерами. Здесь по проекту должна стоять ТВ-тумба, ее здесь пока нет, поэтому здесь пока не закончено. Обратите внимание на интересную штуку, это акустическая панель, настоящая, она звукопоглощающая. Здесь атмосфера настоящего кинотеатра. И не просто атмосфера, а атмосфера звука настоящего кинотеатра. Я, кстати, недавно поменял Mercedes на BMW, и это очень крутая тачка. BMW, позвоните мне. Мне очень нравится система автоматизации в интерьере, связанная со светом, со шторами. И себе, например, я сейчас всю квартиру потихонечку затачиваю на умный дом Xiaomi. Это стоит, на самом деле, буквально копейки, но при этом это очень круто работает. И недавно я еще это все завязал на Алису. И вот последнее, что мне осталось в своей квартире поменять, это сделать шторы, управляемые голосом. Потому что сейчас там итальянский мотор, и он не коннектится ни с Xiaomi, ни с Алисой, ни с чем. И мне придется менять его на мотор от Xiaomi. Вот здесь это очень легко работает. Например, надо сказать просто: Алиса, закрой шторы. Блин, это очень круто. Я хочу просыпаться каждое утро и вот одним словом открывать и закрывать шторы. Это вот прям моя мечта, которую я скоро осуществлю. В этой квартире есть одно очень интересное помещение. Это рабочий кабинет. В него мы попадаем из кухни, вот через эту дверь. И там все продумано просто до мельчайших деталей. Обратите внимание, какой здесь интересный стол. Главе семьи с 3 детьми, к тому же работающему в сфере IT, просто необходим кабинет, даже такой небольшой. Но несмотря на то, что он такой небольшой, он очень интересный. Здесь очень классная вентиляция. Здесь стол, который может менять высоту. Вот, собственно, с пульта нажатием кнопки. И самое прикольное, что здесь есть вот такое вот замечательное стекло, которое монтируется с кнопки. Это детская для 2 детей, 5 и 7 лет. Детская очень многофункциональная в самом широком смысле этого слова. Здесь есть все. Здесь есть спальные места, здесь есть место для занятий, очень удобное, с правильным освещением, именно под детей, правшей. Свет падает с правильной стороны, удобно писать и рисовать. Место для книжек, место для игрушек. И что самое главное, все сделано именно так, чтобы дети могли этим пользоваться. Все это для детей доступно на правильной высоте. Потому что это на самом деле ключевая тема, когда ребенок должен сам пользоваться всем, что есть в комнате. В противном случае ему придется каждый раз прибегать к помощи взрослых, и это неправильно сказывается на детской психологии
сделано все именно для детей. Детский рабочий стол большого размера, он должен быть принципиально большого размера, это правильно с точки зрения психологии, здесь все помещается. Он светлый, белого цвета, как советуют психологи. Плюс также здесь эргономичные кресла, особые, с настройками под рост ребенка, под спину. Никогда не будет сколиоза у человека, если он будет делать уроки на таком удобном кресле. Это кресло фабрики Мол, очень мне нравится. Здесь двухъярусная кровать. Поскольку места мало, нужно было использовать все пространство, и все-таки, чтобы здесь комфортно поместились жители этой комнаты. Обратите внимание, кровать выполнена из массива дуба. Это экологичный материал, им нормально дышать, никакого формальдегида, никакой гадости для того, чтобы потом случилась аллергия. Поэтому рекомендую вот все-таки детские, особенно кровати, выполнять из массива, а не из какого-нибудь там ЛДСП. Здесь очень интересный перфорированный фасад с такими отверстиями. Это хороший, красивый декоративный эффект. И возможен этот эффект только в решениях с МДФ фасадами или массивными фасадами. В дешевом ЛДСП такие отверстия сделать не получится, потому что материал будет отслаиваться. И вот так вот аккуратно и красиво это не исполнить. Это детский санузел, и здесь есть несколько интересных деталей. Обратите внимание на вот такую скругленную форму ванны. Это сделано специально, потому что когда заходишь в эту ванную комнату, у тебя прямо на пути встречается ванна. По-другому здесь она просто не влезала, не вмещалась. Так она расположена очень удобно, и при этом об нее не ударишься при входе. Здесь нет выступающего угла. Здесь очень интересный, давно найденный прием. Это вот такое вот мозаичное скругление. То есть как сделать экран ванны из керамогранита, но при этом скруглить. Это вот такая вот мозаика, состоящая из длинных полосок. Вот эталон. Здесь две раковины, подклеенные под столешницу. Это такой наиболее гигиеничный вариант. Здесь не скапливается вода. Все легко убирать и мыть. Хозяйка квартиры поблагодарила нас за правильную высоту этой тумбы. Такая невысокая тумба позволяет детям стоять и умываться безо всяких табуреток. Никто им не помогает. Ребенок пришел, сам почистил зубы, умылся. То есть полная самостоятельность и способность пользоваться всем наполнением ванной комнаты самостоятельно. Стены детской ванной комнаты отделаны серым керамогранитом под такой светлый бетон, в стилистике все-таки квартиры. Но при этом есть такой веселый элемент, это майолика от фабрики Equip. Такая мягкая, розовая, все-таки чтобы что-то напоминало о том, что это детский санузел, а не просто какая-то дежурная строгая ванная комната. Над инсталляцией унитаза расположен шкафчик, потому что здесь ниша образовывается сама собой. Ну, собственно, выше инсталляции получается пустое место, куда можно что-то располагать. В правой части этого шкафа расположен сантехнический коллектор и фильтры. В левой части просто полки для хранения всяких мелочей, которых в ванной, как правило, много. И чем больше будет таких шкафов, тем больше будет порядка в санузле, тем более в детском. Если вы обратите внимание на планировочное решение, такое расположение ванны немного перекрывает окно. Поэтому нам пришлось придумывать, каким образом сделать так, чтобы вода не выливалась за пределы ванны, не заливала пол, окно и прочее. Тем более, что ванна детская, дети плескаются, вода в разные стороны. Поэтому мы здесь придумали такую стеклянную перегородку. Она герметичная, она защищает от воды. И эта перегородка крепится к очень такой интересной конструкции. Это ниша для хранения шампуней и прочих мелочей. Причем полки в этой нише изготовлены из акрилового камня. Не из стекла какого-нибудь на ужасных держателях и ни в коем случае не из МДФ или какого-то мебельного материала, который разбухнет. Это очень практично, легко убирать и выглядит эстетично. Важный момент. Когда у вас есть стеклянная перегородка на ванне, нужно расположить смеситель и вообще управление водой в каком-то удобном месте, чтобы можно было дотянуться. Чтобы смеситель не оказался где-нибудь вот там, а все-таки был в удобном доступе, тем более доступе для детей. Поэтому мы расположили смеситель здесь именно вот таким образом, чтобы легко было включить-выключить воду. Сейчас мы находимся в комнате старшего ребенка. Здесь более плотные цвета, здесь очень интересный яркий акцент. Это вот цвет Yves Klein. Я думаю, что если вы смотрели наши выпуски, знаете, что это за цвет такой. Здесь диван тоже в этом цвете, он очень интересно смотрится, очень такой сочный, приятный цвет. И здесь, конечно же,
очень сильно все оборудовано под рабочее место. Монитор не стоит на столе, он закреплен на кронштейне на стену. Функциональные полки. Обратите внимание, сколько книжек в этой комнате. Мне прям приятно на это смотреть, насколько здесь вот дети погружены в книжки. Это очень классно. Я теперь постоянно вдохновлен своей беседой с детским психологом по поводу организации детских комнат. Мы теперь постоянно про это вспоминаем. И когда мы обсуждали растущий стол, то психолог сказал, что гораздо круче растущий стул. И вот здесь во всех детских растущие стулья, здесь он такой уже более взрослый, но тоже фирма MOL, но он также может вырастать вместе с ребенком. Обратите внимание, как классно оформлены окна. Внизу у нас подоконник и заподлицо с ним откос из МДФ. В тот же цвет, в цвет окна, они вместе создают такую единую композицию и очень красиво смотрятся. Так как стены не могут быть идеальными, ну, могут, наверное, но это просто не та задача, то откос, он немножко выходит за стену и скрадывает вот эти миллиметры, и мы не видим, насколько может быть стена кривой. Как и во всех комнатах, здесь есть несколько рядов текстиля, есть шторы, есть тюль и блэкаут-рулонки. И все это управляется с Яндекс Алисы. У нас в каждой комнате есть колонка Алисы. На противоположной стене у нас интересно обыгран интерьерный объем, пересекающийся с мебелью. У нас нарисованы соты, которые продолжаются в мебельных сотах, причем, обратите внимание, они такие интересные белые, они мне как-то больше ассоциируются с чем-то гипсовым, таким мягким, но при этом они прокрашены изнутри двумя яркими цветами, и это добавляет какой-то интересной картинки и смотрится очень свежо, современно. Мне вот очень заходит такой дизайн. Из гостиной мы попадаем в коридор. Этот коридор отделяет приватную зону квартиры от общей. В коридоре очень интересный скрытый плинтус. Мало того, что он скрытый, это уже достаточно сложно, он еще и с подсветкой. Эта подсветка включается от датчика движения, что очень полезно использовать ночью, чтобы не включать сразу яркий свет. Коридор выглядит довольно скучным сейчас, но проектом здесь заложена очень интересная штука. Здесь будет выставка детских рисунков и семейных фотографий. То есть это не просто стены, здесь будут такие рейлинги с экспозицией. В квартире натяжные потолки с теневым примыканием. Все плинтуса скрытые, утопленные в стену, а некоторые, например, в коридоре с подсветкой. Но двери у нас с наличниками – это просьба заказчиков. Они очень беспокоились, что 3 ребенка просто убьют эти скрытые двери и обколят все углы. И как защитную функцию попросили сделать именно наличник. Это как раз тот случай, когда функционализм преобладает над эстетикой. Мастер-спальня – самое эмоциональное помещение в этой квартире. Она отражает стилистику квартиры, но здесь добавлены разные элементы декора. Как вот, например, стена в изголовье. Это такое панно с цветами, это принт на очень интересной поверхности, такой текстурной. Кровать винного оттенка и зеленая изумрудная стена. Это краска Little Greeny. Кстати, чем она мне нравится? Какой цвет у этого бренда вы не возьмете, любой цвет в интерьере будет смотреться классно, потому что изначально цвета, изначально палитра создана для использования в интерьерах, именно на стенах. Чтобы стена смотрелась интересно, в самом верху стены мы добавили фриз из декоративной гипсовой панели рельефной, которая к тому же подсвечена очень классно закарнизным светом, что еще больше усложняет эту композицию и делает интересной простую плоскость стены. Родительская спальня – это мастер-блок. Здесь есть собственная взрослая ванная комната, и есть собственный гардероб. Собственная гардеробная, причем очень удобно. Вот эта скрытая дверь, она со стороны гардеробной, зеркальная. Можно, одеваясь, смотреть на себя. Это тоже очень здорово, и не тратится лишнее пространство на какое-то еще где-то зеркало, потому что все занято хранением. В спальне есть своя ванная комната. Это совершенно отдельное помещение, объединенное с мастер-спальней. Сюда не могут попасть дети, гости, никто. Все это персональное помещение. С
Зона душа располагается в ванной, и для этого есть удобный телескопический экран. Он позволяет нам принимать душ, чтобы вода не летела в пространство ванной. Хозяйка сказала, что ей нужно было иметь возможность мыть голову, не залезая в ванну. И для этого мы переиграли ручной душ из-под основного душа, чтобы вот так не залезать каждый раз, не вынимать его оттуда, а иметь его в зоне прямого доступа, то есть вот здесь. Это супер удобно, то есть можно легко взять душ, настроить воду, и все управление всей водой в этой зоне осуществляется вот из этой центральной позиции. То есть здесь есть верхний душ, ручной душ и смеситель для того, чтобы наполнять ванну. Ванна будет наполняться через слив-перелив. То есть очень удобно, функционально, не нужно никуда залезать, не нужно перелезать и просто получать удовольствие от использования ванной. Фартук в ванной не доходит до пола. На самом деле это очень удобная история. Я вот почему-то забыл про нее, когда делал свою ванну. И я себе, наверное, то же самое сделал. Потому что это очень удобно, когда ты подходишь в упор, и у тебя пальцы заходят под ванну, ты можешь максимально близко подойти. Например, если купаешь ребенка, это супер удобно. Слив-перелив находится у нас в вот этой части ванны. И чтобы иметь к нему доступ, у нас есть специальный люк. Он открывается нажатием. И всегда делайте этот люк. На самом деле я очень сильно пожалел, когда делал себе слив-перелив. Я выбрал его таким положением, что он у дальней стены. И сантехник обещает, что можно будет добраться, потому что у меня довольно высоко стоит ванна. Если ванна стояла ниже, было бы очень проблематично добраться до дальней стенки. И рекомендую всегда делать слив-перелив либо здесь и делать люк вот с этого края, либо делать слив-перелив посередине, но с этой половины. Тогда у вас точно не будет никаких проблем впоследствии, и прораб вам скажет спасибо. Вот я гарантирую, он скажет вам, ребят, спасибо. Мойка здесь такая современная, архитектурная, это модный прием, когда все залито одним цветом, она сливается со стеной, МДФ тоже покрашен в цвет столешницы и такая аккуратная, снизу подклеенная фаянсовая раковина. Фаянс — это, конечно, самый практичный материал для умывальника, то есть материал вечный, и с ним ничего не будет, он очень гигиеничный, очень хорошо моется, то есть супер практичная история. Мне нравится, как мы здесь спрятали крепление для туалетной бумаги, вот ее не видно, она аккуратненько здесь справа крепится, и там же, где гигиенический душ. Плитка ванны делится на два типа, это холодный бетон и теплое дерево. У нас такой природные материалы и борьба противоположностей. Плитка под дерево не доходит до потолка, дальше у нас продолжается бетон, и у нас есть такая отсечка, вот она продолжается через всю ванну и заканчивается этим объемом специальным нарощенным для того, чтобы строить полки, чтобы не делать ужасные какие-то накладные полки или что-то такое некрасивое. Мы специально сделали объем, в который утопили полочки. В ванной используются три типа освещения. На нашем канале недавно вышел подкаст про осветительные приборы, и там один из специалистов рассказывал о том, что яркий свет с утра помогает нам проснуться. И я на самом деле для себя запомнил эту историю и использую, это реально помогает. То есть я врубаю утром яркий свет, и мне прям кайфово просыпаться. Так вот, яркий свет. Потом есть ночной свет по периметру, то есть мы его включаем, когда ночью идем в ванну, чтобы он нам не слепил, и он очень так деликатно освещает помещение, нам все видно, и мы не слепнем. И третий свет – это макияжный свет вокруг зеркала, чтобы хорошо видеть себя в отражении над умывальником. В этой квартире небольшая, но очень функциональная прихожая. Здесь, несмотря на небольшую площадь, нам удалось разместить все. Здесь есть открытая вешалка с удобным сиденьем на небольшой высоте, чтобы дети могли зашнуровывать свою обувь самостоятельно, без помощи взрослых. Здесь закрытая система хранения для каких-то коротких курток, закрытая система хранения для длинных вещей, удобное место для обуви. Вот мне нравится такое место для обуви, когда обувь все-таки стоит не на какой-то полке, которая разбухнет от влаги, а стоит непосредственно на керамограните. Ее можно просто задвинуть и пойти, и уже порядок. Вот. Также здесь большая антресоль для каких-нибудь чемоданов и сумок. Все-таки семья с 3 детьми, и вещей очень-очень много.
В прихожей всегда очень хорошо иметь вот такой комод, когда вы приходите с работы, из магазина, вы кладете сюда сумку, потом уже уносите ее, вы освобождаете руки. Здесь нет бардака, здесь есть 2 открытых ящика, вы всегда можете там хранить ключи, документы, все что угодно. Вот сейчас хозяин квартиры уезжал, оставлял нас здесь для съемок и открыл ящик, взял ключ от машины и уехал. То есть это очень удобно, избавит вас от бардака и сделает в вашей квартире идеальный порядок. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях, что вам понравилось в этой квартире, а что, может быть, не очень. Обязательно поддержите видео лайком, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. И, конечно же, переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Пока!